Привет, друзья! Я Саша, добро пожаловать на мой канал. Сегодня очень простой рецепт, я бы даже сказал, это не рецепт, а идея, с которой вы можете экспериментировать на своей кухне. Будем делать яблочные трюфели. Очень вкусные, а самое главное, для этого рецепта понадобится всего два ингредиента. Яблоки и шоколад. И этого более чем достаточно. Но, как я сказал, вы можете экспериментировать и добавлять еще что-нибудь, что пожелаете. Все очень просто и достаточно быстро. Как всегда, следите за руками. Поехали! Первым делом необходимо подготовить яблоки. Удаляем из них сердцевину. И очищаем от кожицы. Яблоки должны быть вкусные. Берите свои любимые, какие хотите. Но, наверное, я бы рекомендовал использовать не слишком кислые и не слишком сладкие. Такие кисло-сладкие. В общем, вкусные яблоки берите, тогда все получится как надо. Используя разные яблоки в этом рецепте, вы можете каждый раз получать немного разные по вкусу трюфели. Кожицу я не выкидываю. Съедаю. Не пропадать же всем этим антиоксидантам и полезностям. Режем яблоки на кусочки, такой средней величины, не слишком мелкие, не слишком крупные. И сразу складываем в сковородку. Кастрюлю, сотейник, что там найдете у себя. Добавляем к яблокам немного воды. И ставим на плиту на средний огонь, доводим воду до кипения, накрываем крышкой, убавляем огонь и томим яблоки минут 10-15, в зависимости от жесткости ваших яблок. Они должны стать мягкими, чтобы из них легко можно было сделать пюре. Вот такие получаются яблоки. Видите, они сохранили форму, но при этом легко превращаются в пюре. Вот ровно такие яблоки и нужны. Пока пусть стоят в стороне, займемся шоколадом. Собственно, все, что с ним нужно сделать, это растопить. Я ломаю его на кусочки. У меня шоколад темный, 72%. Можете использовать любой. Можете брать и молочный, но мне кажется, трюфели с темным шоколадом вкуснее. Шоколад измельчил. Теперь ставлю его в микроволновку и в 3 шага по 20-25 секунд растапливаю. Между шагами перемешиваю обязательно, чтобы ничего не сгорело. То же самое можно сделать на водяной бане, но в микроволновке быстрее. Теперь все это необходимо смешать вместе, заодно пюрировать яблоки. Как видите, ничего в приготовлении яблок, кроме воды, я не использовал, но можете добавить какой-нибудь ароматный алкоголь или какой-нибудь экстракт. Или цедру апельсина, лимона. К яблокам добавляем растопленный шоколад. Пахнет уже очень вкусно. Шоколадом, яблоками. Ни масла, ни сливки, ничего я больше не использую. Только яблоки, вкусные яблоки и вкусный шоколад. Все. И теперь необходимо это все превратить... Напугался. Превратить в однородное пюре. Сначала на средней скорости, затем на максимальной. Поехали. В процессе не забываем пританцовывать, чтобы трюфели получились еще вкуснее. Пахнет просто бомбезно. Очень вкусно пахнет. Берем какую-нибудь чашу, миску, контейнер, переливаем туда полученное пюре. Вот такое нежное получается шоколадно-яблочное пюре. Ароматное и... и просто невероятно вкусное. Сори. Накрываем пюре пленкой до контакта, так чтобы пленка касалась пюре. И убираем в холодильник. Пюре должно полностью застыть, чтобы из него легко можно было накатать трюфели. В холодильник на пару часов. Когда все хорошенько схватится, застынет, шоколадное пюре полностью охладится, вообще можно это есть прям уже
ложкой. Будет очень вкусно. Но мы же все-таки трюфели сегодня готовим, поэтому остается дело за малым. Накатать, навалять, накрутить трюфели, трюфелечки. У меня здесь еще какао. Можно обойтись и без обваливания в какао, но так все-таки практичнее, так трюфели не будут липнуть к рукам. Я надеваю перчатки, чтобы ничего не прилипало к рукам. Ложкой. Ух, какая-то нежность получается. Ложкой набираю в руку, скатываю. Не обязательно делать ровные шарики, трюфели, на то они и трюфели. Грибы бывают разные. И обваливаем в какао. Трюфель готов. Продолжаем с оставшейся массой. Набрали ложкой, скатали трюфель, обваляли и сразу на какую-нибудь тарелку красивую поместили. Можно делать их маленькими, можно делать их большими, как вам больше нравится. Это, как вы понимаете, исключительно дело вкуса. Я не скатываю их до такой прям совсем идеальной сферы. Мне нравится, когда они получаются такие слегка неровные. Так, мне кажется, они выглядят даже аппетитнее. Уютнее и аппетитнее. Ну и в процессе помогаем пританцовыванием, чтобы уж совсем вкусные трюфели-трюфелечки получились. Добавляем щепотку хорошего настроения или щедрую горсть. Не жадничаем, в общем. Я же говорю, можно прям не стесняясь ложками. Все? Готово? Ну красота же. И по вкусу, и по текстуре эти трюфели хороши в свежем виде. Держать охлажденными. Ну и при необходимости, если вдруг какао где-то облысело, можно чуть-чуть дополнительно обвалять, опять же, если решите использовать. И повторюсь, огромный простор для экспериментов. Даже для обваливания вы можете использовать не только какао, но, например, обжаренный кунжут, или кокосовую стружку, или еще что-то придумать. Вместо яблок, опять же, любые, какие-то более-менее подходящие фрукты с мякотью. Можно добавлять ароматный алкоголь, коньяк, кальвадос, ром, всевозможные экстракты, что там еще, цедру, апельсина, лимона, какие-нибудь ароматные пряности. В общем, подключайте свою фантазию и смело экспериментируйте. На вид классический шоколадный трюфель. Пахнет тоже шоколадным трюфелем. Ну, во-первых, это невероятно нежно. Это так нежно, как будто бы это шоколадный мусс в трюфеле. Какое-то шоколадное облако. Это очень вкусно. Яблоки, они здесь совсем не очевидны. Если только знать, что это яблоко, тогда угадывается. Это что-то такое нежное, освежающее, с легкой кислинкой. И все это в шоколаде. Самая большая опасность в том, что остановиться реально невозможно. Одного трюфеля точно мало. Как бы не съесть сейчас вот все наваленное, накатанное, приготовленное. Леша, нужна твоя помощь, пока я сам все это не съел. Другими словами, я все это сейчас съел. Пахнет волшебно. Такие нежнячие. Вкусно. Там же яблоко есть, да? Это получается не трюфели, а какие-то яблуфели. Очень вкусно. Очень шоколадно. И необычно яблочно. Всем срочно надо. Список всех ингредиентов, как всегда, вы можете найти в описании под видео. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите комментарии, впечатлениями делитесь и подписывайтесь на канал. Всем желаю отличного весеннего дня, до скорой новой встречи. Пока-пока.